привет, друзья! Вы уже здесь. Пораньше меня пришли сегодня. Ну, тогда давайте сейчас разложим все вещи внутри помещения. Зайдем внутрь и обсудим сегодня, какие у нас грандиозные планы. Ну, для начала хочу сказать, что здесь внутри все в порядке, все на месте, как и было в прошлый раз, когда мы отсюда с Колей уходили. Как вы видите, сегодня я один, у Коли не получилось сегодня выбраться, но это ничего страшного, я считаю. Главное, что строительство не стоит на месте, что смогу сегодня, то и сделаю. А какие планы на сегодня? Самое главное, нужно закрыть вот эту внешнюю стену. Мы ее уже начали. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять бревен. Еще 5 нужно будет здесь положить. И тогда стена, я думаю, будет уже полностью внешне закрыта. Далее перейдем к боковой стене. Закроем ее. И если все пойдет, как я запланировал, если все пойдет хорошо, с валежником, с установкой этих бревен, тогда мы с вами приступим к установке вот этого столика. Этот столик я бы хотел сделать складным. Установить его вот на эту боковую стену, скорее всего, он здесь у нас в дальнейшем и будет висеть. Во-первых, это будет экономить пространство здесь внутри землянки, а во-вторых, если вдруг здесь заведутся мыши, тогда его можно будет просто сложить, и мыши не будут бегать по столу. Ну и для того, чтобы все это выглядело антуражненько, я взял с собой цепь. Приобрел 2 цепи по 2 метра. И вот этот стол как раз таки хотелось бы закрепить на эти цепи. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе и давайте приступим к строительству нашей землянки. В прошлый раз мы с Колей оставили уже заготовленные бревна для стены, но не установили их лишь только по той причине, что у нас закончились гвозди. Вот, а сейчас, когда я со всем необходимым инструментом пришел, мне нужно лишь только сделать спилы по бокам, для того, чтобы установить ровненько эти бревна и вбить туда можно было 200-е гвозди.
Ну вот и все, друзья. С внешней стороной стены я закончил. Кое-где видны щели, но в процессе эти щели все будут закрыты джутом, и тепло не будет так сильно уходить из нашей землянки в холодное время года. Ну а сейчас я хочу прерваться на обед, так как время уже почти 2 часа дня. Сейчас пообедаю, переведу дух, отдохну немного и буду приниматься уже дальше за боковые стены. Друзья, пока я прервался на обед, Шторм попросил меня дать ему пару слов в эфире. В общем, давайте сейчас послушаем его. Интересно, о чем он хочет нам всем рассказать. Привет, друзья! Давно не виделись. Нам с Юрой пришла посылка от компании запасов море. Сейчас мы покажем вам, что там. Это набор продуктов, законсервированных в бескислородной среде. По-научному этот метод называется анаксианобиоз. При помощи такого метода продукты могут храниться целых 30 лет. Набор продуктов вы можете собрать под себя, выбрать из предложенных, либо указать свой продукт, либо даже марку. Ну а этот набор мы хотим отвезти в нашу землянку в качестве схрона. Ссылку на продавца мы оставили под этим видео. Переходите туда и выбирайте свой набор от компании запасов море. А еще мы хотим провести розыгрыш. Так как никто не угадал под прошлым видео, что нам идет набор сухпайков, мы хотим дать вам второй шанс. 101 комментарий с фразой «запасов море» получит от меня вот такую упаковку законсервированной гречки. Конкурс мы проводим только на территории России. Отправка через СДЭК. Спасибо за внимание. Да, Шторм, спасибо тебе за интересную и полезную информацию. Ну а я из этого набора сегодня взял с собой упаковку вот такого вот кофе для того, чтобы взбодриться в процессе стройки. В общем, друзья, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает вместе со мной. Ну, а еще по поводу рекламы, сотрудничества, теперь обращайтесь к Шторму. Ссылку на него я оставлю в описании, как всегда, под этим видео. В общем, по поводу рекламы все пишите теперь ему. Теперь он у нас всем этим занимается. Да, кстати, в комментариях под прошлым видео один зритель посоветовал мне, помимо того, чтобы обматывать бревна поводком, другой конец поводка еще и обернуть палкой, чтобы вот так легче было таскать. Мне идея понравилась, действительно так проще, так удобнее и легче. Но я решил проявить смекалку, и вместо обычной палки я взял кость, такую вот толстую, лося, который здесь скоропостижно или нет скончался.
В общем, спасибо за совет. Ну вот и все, друзья. Боковую стену я тоже закончил. Сейчас время 7 час. Через пару часиков начнет уже темнеть. И я подумал, было бы неплохо где-нибудь здесь соорудить себе какой-то хотя бы временный лежак. Потому что сегодня что-то я совсем не хочу спать на песке. Вот таким нехитрым способом я устанавливаю себе лежак. 2 жерди поперек, и на них накладываю уже заранее отмеренные мне жерди. Пока получается. Что ж, отлично. Лежак готов. Осталось его только испытать, чем я с удовольствием и займусь. Фу. Слушайте, ну классно. Не хватает, конечно, только какой-нибудь поролоновой здесь мягкой подкладки. А так, в целом, я думаю, для первого раза, для первой такой ночи будет вполне отлично. Во всяком случае, это лучше, чем спать на песке. Решил я на сегодня не останавливаться только на лежаке, а выполнить всю программу максимум. Хочу сейчас установить стол откидной, как я уже говорил в начале ролика. Я уже закрепил его на петли, но тоже повторюсь, это пока все временно. Потому что в дальнейшем мы тут будем еще укладывать пол. И из-за того, что пол поднимется, придется поднимать как и сам лежак, так и сам столик. Ну а пока у нас полов нету, а кушать хочется в комфорте, я решил вот его установить. Сейчас я его протру, он будет у меня чистенький. И так как это ЛДСП, ну ДСПшка, я решил ее поклеить вот такой самоклеющейся пленкой. Не знаю, видно вам или нет. Она такого красного дерева цвета. Я думаю, так будет выглядеть симпатичнее. Ну, во всяком случае, это будет в цвет землянки. Ну, в общем, вот что у меня из этого получилось, друзья. Закрепил я вот здесь сбоку на такие кольца. Здесь у меня карабины поставлены. И сверху тоже я прикрутил кольца. Столик поднимается вверх. Сейчас я пока это делать не буду. Но, как видите, вполне все надежно держится. Да, кстати, мне очень понравился вот этот цвет красного дерева. И поклеилось оно, по-моему, даже таки очень неплохо для первого моего опыта. Но немножко мне вот в этом уголке не хватило пленки. Я взял 2 метра, думал, что этого хватит для такого стола, но оказалось, немного я просчитался. Но ничего страшного, в дальнейшем можно будет докупить. А так мне очень даже нравится. Во всяком случае, уюта это придает.
Вот. Ну а тем временем уже 10-й час ночи, на улице вовсю стемнело. Если честно, уже и ужинать-то не сильно хочется, но знаю, что нужно что-нибудь покушать. Тем более за новым столом, так сказать. Давайте сейчас немного перекусим, попьем чаю горячего и будем укладываться спать. Весь день сегодня я ждал этого момента, друзья, чтобы вот так вот уютно усесться за новым, ну как новым, обновленным столом, о котором я вчера мечтал, ну, проецировал у себя в голове. Вот каким я его нафантазировал, такой он у меня и получился. Лежак тоже, по-моему, вполне неплохой получился, во всяком случае он широкий. Ну, а ужином я вас никаким сегодня удивить, к сожалению, не смогу. Ужинать я буду всем тем же, что и принимал на обед. Это гречка и курица. Ну и побалую еще себя за проделанную работу сладким вкусным щербетом. В общем, не буду много разглагольствовать. Приятного мне аппетита! Всех с добрым утром, друзья. Ночь прошла отлично. Я выспался, лег где-то часов в 11 и проснулся в 8 утра. Ночью шел дождь кратковременный. А так в целом тихо, спокойно. Сейчас завтракаю, вот заварил себе горячий кофе. На улице сейчас достаточно прохладно после дождя, поэтому у меня заложен нос. А после завтрака я хочу сделать где-нибудь здесь вот полочку. Ну, вот и пришло время нам с вами прощаться, друзья. Отлично, я считаю, в этот раз поработали. Закончили полностью внешнюю стену, сделали боковую стену. Ну, а дальше нам уже с вами предстоит сделать левую стену
и переходить на полы. Да, в общем, еще контента много. Полы, крыша, печка. В общем, еще много будет видео такого интересного, природного и лампового. Ну, а сегодня будем с вами прощаться. До новых встреч, друзья, до новых путешествий. Пока!